Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя, и мне захотелось вам сегодня показать из своих стареньких работ вот эти замечательные герберы. Это дизайн от фирмы Риолис, довольно-таки старенький, и много есть цветов, мне кажется, много, как минимум 4, наверное, в этой серии разных, но мне нравятся именно герберы, потому что я в целом люблю эти цветы. Эти большие яркие ромашки мне очень-очень нравятся. Они такие разноцветные, жизнерадостные, поднимающие настроение. Очень их люблю, и поэтому именно этот дизайн запал мне в душу из всей серии, и я решила вышить именно его. Вышила я эту работу с целью оформить в подушку, но, как вы видите, до сих пор не оформила. Но вот, может быть, благодаря тому, что я ее сейчас все-таки достала для того, чтобы показать вам, может, я как-то тут поразмышляю и все-таки сделаю подушку из этого дизайна. Так, что здесь вам сказать по характеристикам? Попытаюсь что-то вспомнить. Вышивала работу давно, я не помню в каком году, не посмотрела, но достаточно давно. Мне кажется, это даже, наверное, может быть, не первый опыт вышивки на равномерке, наверняка не первый, но, может быть, один из первых. Где-то там еще в начале моего знакомства с равномеркой в наборе, конечно же, шла Аида у фирмы Риолис, но вот я решила поменять на равномерку, и у меня это Линда от фирмы Гамма. Нормально мне на ней вышивалось, все хорошо. Здесь... Вспомнить бы, что здесь интересненького. Во-первых, здесь сочетание полукреста и креста. Здесь есть всякие красивые бленды, интересные, такие не совсем близких оттенков, а вот которые отличаются друг от друга. Помимо этого, здесь есть крестик в одну ниточку, который тоже очень прикольно смотрится. Это, например, вот здесь вот в цветочке крестик идет в одну нитку. Вот здесь тоже цветочек почти полностью вышивается в одну нитку, но не совсем. Вот это, то есть такие более фоновые цветы, они вышиваются в одну нитку крестиком. Вот здесь вот, например, тоже. Полукреста, как вы видите, много на фоне. Причем он вышивается, он вышивается в одну ниточку, вроде бы весь. Смотрится все это красиво, красивые переходы, видите, и голубые, розовые, зеленые, такие вот разводы очень приятные. Самое, наверное, здесь сложненькое — это вот эти вот моменты, потому что здесь такой разбег оттенков, хотя и в цветах тоже он встречается, когда такие крестики перемешанные. Давайте я вам покажу поближе. Ох, какая красотища! Смотрите, о, боже мой, какая красота! Это же просто посмотрите на экран, впитайте в себя эти оттенки и поднимите себе настроение. Мне кажется, восторг. И здесь вот посмотрите, как перемешаны оттеночки, да, то есть вот такая шахматка, или не совсем шахматка, да, но вот такие вот моменты здесь есть. И в каждом отдельно взятом цветочке там тоже оттенков довольно много, и они очень-очень тщательно перемешаны. Вышивать это было, может быть, не сказать, что прям совсем просто, но я с огромным удовольствием помню, что я вышивала эту работу с большой радостью и удовольствием. Мне все нравилось, и равномерка нравилась, и то, как эта работа идет, нравилось. В общем, все было классно и замечательно. Вот здесь внизу была изображена ваза, там какая-то линия такая шла, или, может быть, горизонтальная линия, которая воду обозначала, как-то вертикальная линия, я уже точно не помню. Помню, что здесь было какое-то обозначение вазы. И я решила убрать, потому что я планировала оформлять эту работу в подушку, и решила, что ваза на подушке мне как-то вот кажется лишней, ненужной совершенно. Поэтому пусть лучше не будет этого намека на вазу, пусть будет без него. Посмотрите, какая красотища. Вот эти вот цветочки с краю, такие вот крестики разбросанные. Вот такая вот красота, красотища. В общем, нравится мне эта работа до сих пор. Нравится весь этот сюжет, вся вот эта цветочная яркая композиция летняя. Очень ее люблю, и, может быть, все-таки вот сейчас полюбуюсь, и, может быть, все-таки я думаю оформить это дело в подушку. Ох, может быть, чтобы любоваться, да, чтобы любоваться на эту работу почаще.
Ну вот, если оформлю, то обязательно расскажу об этом. Ну и давайте, наверное, будем переходить к кубику, посмотрим, что же кубик для нас выбрал, для участников игры «Вышить все». Ну и конкретно для меня, что же за сюжет буду вышивать я на этой неделе. И сегодня у нас белый кубик, может быть, он принесет нам тройку, хотя я не могу сказать, что я прям мечтаю о тройке, у меня под ней имбирные снеговики, и это не тот сюжет, который сейчас очень уж сильно привлекает мое внимание. Но если выпадет, то, конечно же, его буду вышивать тоже. Ну что, поехали, узнаем, что же нас ждет на следующей неделе. Итак, на следующей неделе мы вышиваем работу под цифрой 5. Так, у меня под пятеркой лонгдог. Пятерки тоже давненько не было, да, прям очень так давненько не было. Поэтому я надеюсь, что вы соскучились по этой цифре и с удовольствием вышиваете процесс под цифрой 5. И, как выяснилось, вышивать я буду лонгдог. В этом месяце я его уже немножко вышивала, я не помню сколько. Готово у меня сейчас 32%. И помню, что занималась последний раз, когда брала эту работу, вот этим кусочком. Вот тут у меня такие элементики добавились. Пока сейчас я смотрю на работу, мне хочется продвигать ее вот сюда, хочется закончить вот этот элемент, ну и может быть вот здесь тоже будет что-то еще удобно повышивать, чтобы уже оформить вот эту часть, а потом передвигаться немножечко левее и вот так вот постепенно вышивать, чтобы какими-то элементами добавлялось, а не совсем размазывать это по всей ширине работы. В этом сюжете планирую сделать 1000 крестиков, на больше здесь не рассчитываю, потому что больше времени хотелось бы мне уделить тому процессу, который я сейчас выберу из рулетки. И сегодня я совершенно не боюсь крутить рулетку, потому что у меня не выпадет лонгдог, его в этой рулетке нет. Любой из этих процессов я повышиваю с огромным удовольствием. У меня здесь жирафы, которые на данный момент ближе всего к финишу из моих крестиковых работ находятся. Баба-яга, которая активно продвигается, она уже прям плотно в категории «не сбавляет темп» у нас расположена. И венок всех сезонов. Венок всех сезонов пока еще в самой большой категории, в категории «Думай о великом», но там прям совсем немножко ему осталось для того, чтобы перейти в финишную, не финишную, в категорию «Не сбавляй темп», в среднюю категорию. Поэтому, ну вот я люблю все эти процессы и с радостью продвину какой-нибудь из них. Может быть даже, ну вы знаете, так... Про желание, если поговорить, да, с одной стороны, я хочу жирафов, чтобы вот все-таки их поскорее закончить, но вышивать я их сейчас на самом деле хочу чуть меньше. У меня здесь про них скорее вот мысль поскорее бы закончить уже. Венок очень отлично вышивается, с удовольствием пошью. Баба-яга тоже там избушка, надо ее дошивать, мне она тоже нравится, тоже с радостью бы этот процесс пошила. Поэтому жирафов вроде как хочу вышивать чуть меньше, но вот зато хотелось бы, чтобы они закончились. Поэтому поехали и ждем, что же преподнесет нам случай. Так, бабы-яги не будет, венок или жирафы? Ну, раз хочешь финиш, Оля, да, значит вышивай жирафов. Ну, это хорошо, да, потому что по доброй воле жирафов я, наверное, сейчас бы не взяла, а вот благодаря рулетке они будут вышиваться. Итак, я достаю жирафов. Ну и вот они, мои красавчики. В прошлый раз я занималась исключительно полукрестом, очень так приятно повышивала, зашила все вот тут пустое пространство между жирафами, то есть у меня уже работа на той стадии, когда можно делать бэкстич на жирафах. И именно с этого я и хочу начать, ну, как я вам уже рассказывала, чтобы распределить немножко вот этот вот момент с бэкстичем во времени. Вот, поэтому я начну с того, что сделаю бэк на жирафах, отбэкаю их, и после этого посмотрю, сколько там у меня чего получилось по крестикам. В любом случае, после этого перейду к полукресту, потому что, как я сказала, я бы хотела побольше внимания уделить именно работе, которая выпадет в рулетке. Ну и раз уж это жирафы, значит им тоже. Мне здесь предстоит вышить еще, по-моему, 3800 крестиков. Посмотрела, ну, скорее 3900, 3880. И готово у меня сейчас здесь 86%. 86, уже прям хорошая такая цифра.
3880 крестиков – это довольно много. И, конечно же, я не вышью их за эти дни, но я рассчитываю на то, что лонгдог, он легкий, и 1000 на нем я сделаю быстро, поэтому мне хотелось бы, чтобы в жирафах у меня получилось хотя бы 1500. Не знаю, то есть посмотрим еще, как будет бэкстич вышиваться, потому что иногда за счет него как-то чуть-чуть побыстрее вроде крестики набираются, но боюсь, что анкор это не тот случай. По крайней мере, я помню, когда вышивала зебры, в смысле вышивала бэкстич на зебрах и на траве, там у меня не работала эта схема совершенно. Поэтому посмотрим, что получится. Но вот я пока планирую, рассчитываю 1500. Так, и, конечно, все равно никто не отменяет бисерный мой процесс, а именно маяк. Его я тоже вышивать буду. И здесь уже работа именно в этом кружочке близится к завершению, потому что по рядам еще, конечно, довольно много, но здесь теперь каждый рядочек, он все короче, и, соответственно, завершаться работа будет, по моим ощущениям, быстрее. Мне нравятся вообще более короткие ряды, люблю более коротенькие рядочки в крестиках, тоже слишком такие длинные ряды я не очень люблю. Ну и, в общем, тоже работа двигается нормально. Думаю, что несколько рядочков я в этом сюжете тоже добавлю и тогда вам покажу. Вот такие у меня планы на первую половину недели. Увидимся с вами очень скоро, посмотрим, что получилось. Особенно интересно, что получилось с жирафами. Итак, давайте начнем с маленького продвижения в маяке. Смотрите, кружочек, первая часть уже подходит к своему завершению, все ближе и ближе я к этому моменту нахожусь. Вышила еще несколько рядочков, домик полностью появился. И вот здесь я оставила пропуски в окошках и двери, не стала пришивать бисер. В общем-то, вроде бы нормально это смотрится, пусть у меня будет так. Думаю, что оставлю вот в маяке со светящимися, так скажем, окнами, хотя вот это окошко у меня получилось такое кривенькое, в общем-то, а в домике пусть будет вот таким образом. Я вышила, небо уже давно закончилось, теперь у меня уже и море тоже заканчивается, здесь буквально совсем-совсем чуть-чуть осталось, и в основном это берег, деревья, цветочки, зелень в смысле цветочки и все такое. Сам маяк тоже уже вышит полностью. Я рада, что у меня этот кружочек завершается, потому что я возлагаю большие надежды на вторую часть этого сюжета, а именно на ракушку. Мне кажется, она должна получиться более гармоничной, наверное, назову это так, чем вот маяк. Но ничего, в общем, тоже продвигаемся, вышиваем. Дальше давайте посмотрим на лонгдог. Я вышивала, как вы знаете, именно его благодаря игре «Вышить все». И давайте посмотрим на то, как он у меня выглядел. В нем я сделала стандартную свою 1000 крестиков, 1045, и теперь работа выглядит вот таким вот образом. Я решила сосредоточиться вот именно на этой части, и рада, что я так решила, потому что когда все-таки вышиваешь какими-то небольшими кусочками, то прибавление более заметно, и это как-то больше вдохновляет и больше мотивирует продолжать работу. Здесь я закончила вышивать вот этот вот треугольный элемент, вот этот у меня олень появился, и от него очень удобно было начать вышивать вот этот элемент. Здесь такие два чувачка, мужичка, расположены в ромбике, и между ними тут будет еще что-то типа винограда, наверное, что-то такое. Вот, значит, этот элемент я полностью закончить не смогла, у меня, соответственно, не входит, но решила вот на таком этапе остановиться. И после этого я перешла к серому цвету. Серым я вышила вот здесь маленькие такие штучки. Да, вот эту линию я тоже продолжила. Здесь она у меня где-то тут начиналась, и все. Поэтому я продолжила вышивать темные крестики вот здесь, ушла
пошла выше вот этой птицы, и серым вышила вот эти маленькие элементики, и вот здесь такие полоски тоже сделала в этот раз. Здесь будут еще розовые такие вкрапления точечные, но ими я займусь, наверное, уже в другой раз. И думаю, что когда буду вышивать эту работу в следующий раз, я еще буду заниматься именно вот этой частью, потому что хочется ее, ну, дооформить, скажем так. То есть хотя бы вот здесь дошить. Я не знаю, буду ли я вот здесь что-то вышивать, не помню, опять же, что там находится, но вот здесь вот такая вот полоса идет, и вот ее оформить хотелось бы. Здесь вот тоже дошить эти розовые крестики, и с этой стороны продолжить рамочку, ну и если там тоже что-то есть, тоже дошить. Потом уже буду переходить левее и продвигать работу там. Вышивалось все приятно, все достаточно быстро и как-то так с удовольствием у меня шло в этот раз. Ну, в общем-то, как и чаще всего я вышиваю лонгдог, всегда говорю про то, что это такая большая отдыхалочка, потому что обычно в лонгдоге ничего сложного нет. То есть здесь, конечно, узоры, их много, но они все вышиваются достаточно легко и просто. Опять же, когда небольшое количество цветов в работе, это тоже работу упрощает. Ну, одним вышивать цветом еще проще, но тремя, как делаю я, тоже не очень-то сложно. Здесь у меня готово 33,5%, то есть треть работы уже готова. Это, конечно, прекрасно. И вышивала я еще жирафов от Анкор. Давайте тоже посмотрим, как они у меня выглядели. Я настраивалась 1500 примерно крестиков, но столько у меня сделать не получилось. Получилось сделать 1329 крестиков, что, конечно же, тоже очень даже хорошо. И теперь работа выглядит вот так. Что здесь изменилось? Ну, я думаю, что прибавление в этой части неба вы заметили. Должно быть заметно, потому что тоже полукрестиков прибавилось основательно. Но главное, что я сделала, это я отбэкала жирафов. Вот не уверена, что вам очень хорошо виден бэкстич на них, хотя, может быть, изменения тоже заметно. Давайте поближе покажу. Вот так посмотрим. Здесь видно, что идет черным бэкстич по спине, там ушки, глаза у них, на мордочках есть черный бэк. У каждого из жирафов белым цветом обводятся ушки и желтым цветом обводится каждый жираф вот с этой стороны. То есть такой вот отблеск идет желтым по контуру жирафа. Вот здесь тоже на мордочке, здесь также по ногам у некоторых тоже видно, что идет желтый бэк. Вот здесь тоже идет такой желтый бэк-стич. Насколько виден бэк на жирафах, здесь, ну, мне сказать сложно. Я его вижу, и, конечно, благодаря ему жирафы приобрели более завершенный вид. Мордочки прорисовались тоже, то есть на них видно теперь, там, где глаза, носики и все такое. Но вот насколько вам это видно, мне не совсем понятно. Напишите, пожалуйста, как вы там оцениваете бэкстич здесь на этих жирафах. Параллельно я немножко зацепила бэк на дереве. Это вот здесь буквально там пару веточек. И вот это вот дерево тоже, ну, здесь вот это деревце полностью я отбэкала. После чего испугалась бэка на самом большом вот этом дереве, потому что здесь мне предстоит вышить еще много-много бэкстича. Вообще в этой работе осталось вышивать в пересчете, опять же, на крестике 2500. И, ну, наверное, где-то четверть, а может быть даже треть, это бэкстич на дереве. И вышивается он на нем черным цветом. А как вы видите, само дерево тоже вышито черным и темно-коричневым цветом. И поэтому бэкстич, который анкоровский, который очень сильно несчетный, очень сильно не по клеточкам, да еще черным по черному и темно-коричневому, меня, честно говоря, это вообще приводит в ужас. Я не знаю, как я буду его вышивать. Я думаю, что буду вышивать его в каком-то свободном формате. Не буду соблюдать все там минимальные вот эти стежочки в четверть крестика. Прекрасно ветки получатся, я думаю, и чуть более упрощенными. Но мне нравится результат на самом деле. Вот если посмотреть на вот это дерево, оно, конечно, благодаря бэкстичу такое стало красивенькое, вот такое ветвистое, красивенькое, но очень много прям
четко по схеме такого бэка, я думаю, что я не выдержу просто, поэтому буду делать вот в таком упрощенном для себя варианте. Ну, пока, по крайней мере, я так думаю, и мне кажется, что вот именно в этом случае это можно сделать без потери результата, в качестве результата. Так что здесь мне остается совсем немного, и, ну, наверное, пару раз хорошенечко повышивать эту работу, и будет уже финиш. Вот. Идем к этой заветной цели мы вместе с жирафами. Ну и теперь давайте поговорим о том, что я буду делать дальше. Дальше буду вышивать работу, за которую проголосовали на Бусти. На Бусти в этот раз у нас была такая ожесточенная, я бы сказала, борьба. Были лидеры такие не слишком выдающиеся, то есть было много работ, за которых было почти одинаковое количество голосов, но тем не менее победил у нас слон. Слон от фирмы Анкор. Да, постепенно жирафы так передают эстафету, можно сказать, слону. Они заканчиваются, он постепенно разгоняется, начинается. Здесь у меня готово на данный момент 9%. Это вот выглядит вот таким образом. В прошлый раз я ему заметно так прорисовала ноги, и в этот раз я буду заниматься, полагаю, ими же. То есть буду вышивать вот эту ногу, зашивать все вот это пустое, и буду вышивать с этой стороны. Хотя не знаю, может быть, как-нибудь еще чуть-чуть расползусь, потому что мне здесь нравится брать один цвет и вышивать просто им максимально все, что мне доступно. Поэтому вот какой я здесь следующий цвет возьму, что я буду вышивать такое вот доступное в слоне, я не знаю. Ну, здесь сильно-то расползаться мне не то чтобы есть куда. С этой стороны вот эта нога, ну, она просто вот так вот будет идти, и все, здесь заканчивается. Ну, вот с этой стороны у нас еще одна нога видна. То есть, может быть, вот в эту сторону я еще как-то заползу. Хотя это очень зависит от того, какой цвет я возьму в работу. Планирую здесь сделать 1000 крестиков. Вообще в этой работе меня предстоит вышить больше всего вот из всех моих работ, если мы не считаем лонгдог. В лонгдоге понятно, что там еще много-много шить, но вот на втором месте идет именно этот слон. В нем еще вышивать более 25 000 крестиков. В остальных всех работах меньше. Так что слоника, конечно, тоже хочется повышивать, тем более, что он у меня давно не вышивался. Где-то в начале июня он был в работе, и вот надо его еще немножко пошить. Но я думаю, что он у меня более активно будет вышиваться вот именно когда жирафы закончатся. Но вот сейчас тоже немножко его продвинуть будет хорошо. Так, дальше переходим к голосованию на YouTube. На YouTube я не смогла определиться, за кого голосовали больше. Мне кажется, тоже довольно много голосов было за слона, за жирафов, потому что, наверное, они заканчиваются. Ну, вообще-то за многие работы достаточно активно голосовали. И за «Весну в Париже» от РТО, и за «Бабу-Ягу» и одну, и вторую тоже. В общем-то, наверное, можно сказать, что за все работы голосовали плюс-минус одинаково. Были несколько голосов за категории, за выбор рулетки. Но каких-то прям значительных приоритетов в этот раз я не заметила. Давайте будем переходить к выбору. Посмотрим, что же выберет для меня случай в этот раз. Итак, вставляем ссылочку, загружаем видео. И вот она, сова появилась на фоне, прекрасная, распрекрасная. Спасибо вам, что напомнили мне название. Действительно, этот дизайн называется «Несущие звезды». Да, это так. И давайте будем выбирать, что же меня ждет. Хочется чего-то приятного. Что для меня сейчас будет приятное, мы узнаем. Так, Ксения Каменских, голосую за снеговиков. Вот так вот. Летом захотелось Ксении прохлады, и она решила выбрать снеговиков. Значит, будут снеговики. Спасибо, Ксения, за ваш комментарий и за ваш выбор. Итак, снеговики выглядят у меня сейчас следующим образом. Этот угол оформлен, этот у меня уже начал оформляться. В прошлый раз я вышила цифры, начала вышивать эту елочку, она еще не дошитая. Здесь будет еще пряничек в виде лося. Да.
И дальше, наверное, тоже пойдут какие-то снеговики. Но, в общем, в этот раз у меня задача оформить вот этот вот правый угол нижний. И я посмотрела, что в этой работе у меня готово 57%. Но важно даже не это. Важно то, что мне здесь осталось вышивать 8132 крестика. А это значит, если я вышью 133 крестика, то эта работа перейдет в финишную категорию. И мне хочется это сделать, поэтому буду стремиться именно к такой странной цифре. 1133 крестика мне нужно будет вышить в этот раз в этом сюжете. Я думаю, что благодаря такому результату здесь как раз все и оформится. И уже, может быть, даже... Ну, хотя не знаю, но возможно. Может быть, даже в следующий раз можно будет уже переставлять раму. Вот такой здесь у меня неожиданный план. Снеговики потихонечку вышиваются, как вы видите. То есть периодически они в работу попадают, хотя я их самостоятельно не беру, только благодаря вашим комментариям и благодаря игре «Вышить все» они попадают в работу. Но и этого им достаточно для того, чтобы продвигаться и, я думаю, завершиться в этом году. Что я возьму еще? Я всегда еще беру какой-то один процесс, и в этот раз я решила остановить свой выбор снова на «Весне в Париже» от РТО, потому что на прошлой неделе я его хоть брала в работу, но вышила мало, совсем не навышивалась. У меня здесь сейчас готово 25%. Я занимаюсь тем, что вышиваю платье девушки, и в этот раз я, собственно, продолжу им и заниматься. Я думаю, более четко здесь у меня очертится рука девушки, но я буду заниматься именно юбкой. Я думаю, что, скорее всего, руку я вышивать пока не буду, хотя, как знать, пока почему-то мне хочется больше именно платьем позаниматься. И, значит, я буду вот здесь вот вышивать какое-то количество крестиков, и, возможно, вот здесь тоже добавлю часть юбки. Может быть, пошью полукрест, ну, а может быть, все-таки и рукой тоже займусь, потому что у меня здесь не такой уж большой разбег того, за что можно взяться. Так что вот что будет удобнее, то и буду вышивать. Думаю, что здесь поступлю я таким вот образом. Ну вот, я вам планы обозначила. Да, конечно же, я буду вышивать еще и маяк. Наверное, в этот раз я еще этот кружочек не закончу, хотя, может быть, и закончу. Здесь тоже сложно как-то заранее прогнозировать. Иногда у меня прям большие кусочки прибавляются, иногда совсем небольшие. И уже скоро мы с вами увидимся и посмотрим, что же из всего этого получилось. Ну что ж, давайте будем завершать эту рукодельную неделю мою. И давайте будем смотреть на то, как у меня продвинулся слон от фирмы Анкор. Здесь я стремилась к 1000 крестикам. Я эту 1000 сделала 1003 крестика. И, конечно же, слоник преобразился, поэтому давайте посмотрим на то, как он у меня выглядел. И он изменился вот таким замечательным образом. Да, новая следующая нога не добавилась, но те, которые есть, они стали более устойчивыми, более оформленными, и хобот тоже, можно сказать, что полностью вышит. Он не вышит до конца только вот здесь вверху, а вот здесь уже полностью готов. Здесь нога тоже уже так вот хорошо оформилась, и эта нога тоже стала более такая проявленная, но понятно, что здесь еще вышивать много. В общем-то, это уже и получилось 1000 крестиков. Вышивается просто чудно, прекрасно и замечательно. С удовольствием бы продолжала вышивать эту работу, но и другие работы продвигать тоже хочется и тоже нужно. Поэтому я рада, что слонику эта 1000 досталась. Благодаря ей он добрался до 13% с 9, то есть 4% прибавилось, что, в общем-то, замечательно. Здесь можно уже так более отчетливо видеть вот с этой стороны бивень у слона. И еще пока мне предстоит много вышивать серыми оттенками, даже вот в этой нижней части. Потом, когда я передвину раму, там и в верхней тоже еще предстоит вышивать много именно серым. Но даже на этой части, вот если мы посмотрим на картинку, получается, что вот эту ногу я вышила, наверное, полностью, может быть,
быть, здесь вот чуть-чуть осталось совсем таких светленьких крестиков, там, по-моему, немножечко. Хобот уже тоже здесь у меня готов. Эта нога, большая часть ее готова, осталась вот эта центральная такая более темная часть. И нужно будет еще вышить вот эту ногу заднюю. И здесь, ну, она тоже такая мощная, конечно же, и тут довольно много будет крестиков. Ну, а когда я закончу вышивать вот здесь, бивень я, наверное, тоже начну вышивать и думаю, что буду вышивать их сразу с обеих сторон. А вот когда закончу с этой частью, тогда перейду вот к этим элементам и уже потом буду, соответственно, переставлять раму вверх, вышивать слону голову, основную часть головы. Хобот ведь тоже голова, да? Не знаю, какая часть у слона основная, у него и уши большие, и хобот внушительный, и бивни тоже такие, знаете ли, важный элемент. Ну, в общем, есть такая фраза, что надо есть слона по кусочкам, а я буду вот вышивать его по кусочкам и тоже, конечно же, вышью. Вот такое здесь продвижение. Глобально, может быть, ничего нового не появилось, но все равно мне все нравится. Нравится сам процесс очень приятный. В общем, я с удовольствием всегда жду встречи с этой работой и надеюсь, что скоро мы со слоном будем встречаться почаще. Так, далее я вышивала снеговиков от Совиного леса, имбирных снеговиков, и я там продвинулась. И если вы помните, я там хотела продвинуться на 1137, по-моему, крестиков или что-то такое, чтобы перевести работу в другую категорию. Давайте посмотрим, как у меня выглядели снеговики. Мне кажется, они отлично продвинулись, теперь работа выглядит вот так. И, как вы думаете, сколько здесь крестиков мне удалось сделать? Напомню, что я дошила вот эту елочку здесь внутри, ее украсила, вышила вот этого оленя или лося, не знаю, кто-то из них. Вот эта белая полоска добавилась, появился еще один снеговик, и вот здесь стал появляться еще один снеговик. И в общей сложности у меня получилось вышить 1152 крестика. Конечно же, благодаря этому результату работа перешла из категории «Не сбавляй темп» в категорию «Хочу финиш». И это очень радостное событие. Я счастлива за снеговиков, счастлива за себя, потому что остается в них вышивать все меньше и меньше. Вышиваются они, в общем-то, неплохо. И в этот раз даже, наверное, могу сказать, что я с удовольствием вышивала елочку. Мне как-то особенно понравилось здесь делать вот эту вот гирлянду белыми крестиками. Красные вот эти вкрапления тоже приятные. Замечательно вышивался вот этот вот персонаж, олень, скажем, пусть он будет. И снеговик тоже вышивался, в общем-то, нормально. То есть в целом работа идет неплохо. Меня не до конца, не на 100%, скажем так, устраивает тот результат, который получается вот из-за этой такой чуть подразмытости, скажем так, цифр. Не знаю, как-то в целом вот не настолько меня цепляет работа, как мне того хотелось бы. Например, когда я вышиваю янтарных птиц от Совиного леса тоже, там у меня результат вызывает именно восторг. Здесь у меня такого восторга нет, вроде ничего, так миленько получается. Поэтому меня здесь больше радует сам факт продвижения. И когда продвижение хорошее, радости больше. В следующий раз, может быть, даже уже, скорее всего, надо уже переставлять сразу раму. Я посмотрю, где здесь центр. Центр здесь, не вот здесь, если что. Центр где-то выше находится, по-моему, вот в этой стрелочке. И по-хорошему, конечно, здесь бы еще вот этого снеговика немножко пошить. Может быть, пошью еще чуть-чуть снеговика и уже тогда переставлю раму. Но уже к этому дело идет, потому что в этой части осталось вышивать совсем-совсем чуть-чуть. Так что снеговикам в этот раз досталось максимальное количество моего внимания в эти дни. И из-за того, что я хотела здесь сделать продвижение побольше, следующей моей работе крестиков досталось немного, совсем немного. И это РТОшечка «Весна в Париже» от фирмы РТО. Вот она, прекрасная моя «Весна в Париже». И давайте посмотрим, как работа у меня выглядела до этого подхода. Здесь добавился 501 крестик, и теперь работа выглядит вот так.
Ну что ж, изменения, наверное, немножко видны. И вообще хочется сказать, что это очень благодарный сюжет, очень благодарный дизайн. Потому что, если честно, я думала, что мне удастся вышить крестиков 300 максимум, потому что времени у меня уже совершенно не оставалось. И я уделила этой работе внимание, наверное, я не могу сказать час, потому что за час я вряд ли бы вышила 500 крестиков, но часа полтора, наверное, вот я так вышивала эту работу, и вот уже 500 крестиков готово. То есть, когда я закончила вышивать и хотела посмотреть, сколько же крестиков у меня получилось, честно говоря, я рассчитывала увидеть цифру вот как раз там 300, может быть 350 крестиков. Открываю, а там 500. И я, конечно же, удивилась и порадовалась этому факту. Вот. Так что хочется сказать, что работа очень благодарная, она идет очень классно, и, конечно же, если ей уделять чуть-чуть больше времени, она просто будет лететь, наверное. В этот раз, чем я занималась, я вышивала юбку, в общем-то, как я и планировала, то есть вот эту часть тоже так оформила получше. Здесь вот рука приобрела такой более отчетливый контур, и повышивала с этой стороны тоже здесь. Вот эту часть юбки, видите, здесь такие тоже синие пятна. В этой работе у меня периодически сомнения, думаю, точно ли здесь этот цвет. Сверяюсь с оригинальной схемой, потому что у меня перенабор из сети. Там есть какие-то несовпадения значков, и это тем более вносит сомнения в процесс, поэтому я сверяюсь со схемой. И когда вот берешь какой-то следующий цвет и думаешь, точно он здесь, может быть, что-то перепутано, проверяешь, нет, точно он. И вот получается такая в итоге красота. Я довольна этим продвижением тоже. Да, хотелось бы больше, но 500 крестиков это тоже прекрасно, это тоже шаг вперед, шаг к финишу, что, конечно же, хорошо, замечательно. 27% уже готово в этой работе, и так вот потихонечку она у меня продвигается, прекрасно вышивается. Я за нее очень и очень рада. Вот здесь тоже внизу, вот тут вот у нас как раз середина идет по горизонтали. Я думаю, что в следующий раз, опять же, я еще на этом кусочке повышиваю, потусуюсь, так скажем, потом уже буду позже сдвигать раму, то есть пока здесь еще до этого не добралась. И еще одна работа, которую я вышивала, и, знаете, даже смешно, если честно, вот сейчас смотрю. Конечно, наверное, многие ожидали, что я покажу вам готовый кружок, и я, в общем-то, сама в какой-то момент тоже думала, что сейчас я уже дошью, но вот так выглядит сейчас мой маяк, и здесь не дошито буквально сколько, раз, два, три, даже не с половиной, скажем, ладно, пусть будет 3,5 ряда я не дошила, причем это самые короткие рядочки, и понятно, что это совершенно не так много времени нужно для того, чтобы это доделать. Но когда я вышивала эту работу, вот в какой-то момент у меня ниточка закончилась, не было времени как-то там начинать следующую, продолжать, я отложила и больше так к ней и не притронулась. Вот поэтому у меня остался такой вот странный кусочек недошитый. Конечно же, ничего страшного, просто, на самом деле здесь работы, даже не на полчаса, минут на 15, наверное, 20 может быть. Но вот так получилось. Иногда и 15-20 минут выделить тоже не получается. Я думаю, что вы с таким тоже сталкивались. Вот так получается маяк, но он уже практически готов. Можно уже как-то оценить то, как он в итоге смотрится. И могу сказать, что когда он готов уже полностью, почти, то смотрится это лучше, чем когда видно только вот так вот небо. Так как-то картинка выглядит более гармонично. Поэтому здесь я так более-менее довольна тем, что получается. Может быть, конечно, мне бы хотелось какого-то большего восхищения, восторга и так далее, чего здесь нет, но тоже, в общем и целом, неплохо. Поэтому пусть будет так. И что у меня получается и получилось за неделю? За неделю я повышивала, получается, 6 процессов. Сейчас чаще всего у меня именно так и получается, и вышила я в них 5480 крестиков. В общем-то, 5500, грубо говоря. И это тоже, наверное, такой уже стабильный результат моих последних недель. Причем, надо сказать, что эти 5500 даются мне
ну вот прям как бы я стараюсь их вышить, да, то есть это вот не на расслабоне, как бы получается, что я прям думаю о том, что надо бы что-то продвинуть, надо бы повышивать. То есть как-то не получается у меня вышивать больше. Вот совершенно, не знаю, может быть на следующей неделе получится, может быть и нет, но посмотрим. Итак, что у меня по коллажу? Коллаж, значит, категория «Хочу финиш». Здесь у нас живут птицы, янтарные птицы от Совиного леса. На этой неделе у нас не вышивались. Продвинулись хорошо жирафы. 2500 там примерно осталось вышивать. Готово уже 90%. Это, конечно же, прекрасно. Это мотивирует их поскорее закончить. И также в эту категорию, благодаря вашему голосованию и моим стараниям, пришли имбирные снеговики. В них готово уже 63%. И вышивать в них осталось 6980 крестиков. Вот так. То есть они только-только так вот зашли в эту категорию, но уже все равно они в финишной категории. Это, конечно, приятно. Категория не сбавляет темп. Так как оттуда ушли снеговики, то получается, как будто я из этой категории ничего на этой неделе и не вышивала. Баба-яга от Панны у нас здесь живет, северная сказка от Золотых ручек и также от Золотых ручек Ягусина весна. Вот эти процессы на текущей неделе не вышивались. И категория «Думай о великом». Здесь хорошее продвижение, правда, я не вышивала венок от Dimensions, а напомню, что он самый близкий к переходу в следующую категорию здесь у нас. Лонгдог 52,5 в нем еще вышивать, но на этой неделе он продвинулся, что приятно. Слон от фирмы Анкор тоже подрос, в нем вышивать еще 24 600 крестиков. И весна в Париже от РТО продвинулась не слишком сильно, в ней пока еще вышивать более 18 тысяч крестиков. Вот такие у меня процессы. Я думаю, вот пока так планирую, что со следующей недели я начну что-нибудь новенькое, потому что чувствую, что мне нужно себя немножечко подпитать. Именно вот в вышивальном смысле я немножко... Мне вроде бы и нравится вышивать текущие работы, мне нравится их продвигать, но такое чувство, что мне немножко не хватает эмоций, и, положительных, естественно, да, положительных эмоций, связанных с вышивкой, и думаю, что мне это смогут дать старты. Поэтому я со следующей недели думаю, что начну начинать. Буду начинать потихонечку, не все скопом, буду как-то так распределять приятные эмоции, чтобы их надольше хватило. И пока еще не знаю, с какого старта я начну, но, в общем, приходите, обязательно увидите. И я наконец-то я сняла видео о новинках за май и июнь. Правда, мне его еще предстоит смонтировать, но я надеюсь, что я это успею сделать к среде, и в среду вы сможете прийти и посмотреть видео о новиночках. Думаю, что там тоже, может быть, увидите что-то интересное. Там целых 50 новинок получилось у меня в этот раз собрать, что, конечно же, довольно много. И, конечно же, я буду рада, если вы напишите какой-нибудь комментарий, напишите, что вам понравилось на этой неделе больше всего, какое продвижение вас порадовало, возможно. Также, конечно, голосуйте за любую работу, которую вы хотели бы, чтобы я продвинула на следующей неделе. Буду обязательно выбирать задания из ваших комментариев. И если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Огромное спасибо всем девочкам, которые поддерживают меня на Бусти. Безмерная вам благодарность. И если вдруг вы тоже хотите поддержать мой канал, можете сделать это там, оформив подписку или сделав разовое пожертвование. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.